Все, мы в эфире, как традиционно. Ну что, сегодня суббота, 22 июня, 11 утра, а это значит, что мы сегодня с Владимиром Золотаревым. Как бы там ни было, а шаббат по расписанию. Итак, шаббат секта, Анкап Акбар. Те, кто нас дождался и смотрит, всем привет, кто будет смотреть позже. Смотрите позже, присоединяйтесь. А те, кто смотрит сейчас, пишите свои вопросы в чате, и Владимир Золотарев будет отвечать на ваши вопросы. А если вопросов не будет, то не будет отвечать. Нам придется придумывать, разговаривать самим о чем-нибудь. А тем, о чем поговорить, у нас не так и много, потому что нас трудно уже чем-то удивить. Уже, если говорить о государстве, то нет ничего такого, чтобы нас могло удивить. Даже хотя пересечных наших співгромадян, оно как-то иногда колбасит. Как, например, вчера, да, и позавчера выступил наш самый главный мент и честно всем сказал то, о чем мы вам говорили все время. Вот мы уже сколько лет говорим одно и то же. Менты никого не защищают и вас не собираются защищать. Вот даже самый главный мент пришел и сказал: не для того мама квитку растила, чтобы вас защищать. Ну да. Придумали тоже еще. Менты умеют ходить с автоматами в публичные дома, вламываться, там, порностудии раскрывать. Хотя не порностудия, а просто сидит человек там, и транслирует сиськи. Все, тогда менты придут и с автоматами. А вот если на фронт, то нет, нельзя. Потому что там убить могут, там в ответ стреляют. Он так вот прямо открыто текстом и сказал, что нет, не могут менты ходить на фронт, там страшно. Да, их этому не учили. Их учили вот в дома вламываться, бабушек гонять дубинками, а вы на фронт. Вообще как придумали такое? Вообще паразиты. Но люди, как ни странно, удивляются до сих пор. Вот что, кстати, как у вас отношение к таким высказываниям нашего главного милицейского начальника? Что Ну, я их всех сказал очень... нам что новое? Нет, ну это хорошо, потому что, ну вот, так сказать, кто-то прозрел, может быть, после его слов, так сказать, я надеюсь, по крайней мере, на это. Вот. В целом, конечно, да, то есть государство, оно не для того, чтобы вас там защищать от чего-то. Вот. Но что характерно, тут интересна траектория движения, как бы вот этатистских разных последних аргументов в пользу государства, потому что раньше она начиналась там, а вот у леваков, кстати, западных, и до сих пор она начинается с рубежа, кто же бабушек будет, значит, кормить там и так далее, да, то есть там пенсии, шменсии, вот это все. Вот. Потом она плавно передвинулась, значит, на линию, а кто же будет защищать, если Путин нападет. Вот где-то там между этими двумя была еще линия, ну такая слабенькая, по поводу как раз ментов, судов и так далее, да, что кто же будет вот тогда, значит, ментами и судами и всем прочим. Вот. Но там было, они сами как бы, вот я говорю про наших этатистов, потому что западных там все по-другому. Вот. Они как-то эту линию быстро сдали. Потому что, конечно, как бы практика показывает, что нет. Вот. У них была одно время отговорка такая, конечно же, что это у нас такое государство. Ну, она и сейчас как бы работает, да, что наше государство плохое, а вот все остальные хорошие. Вот. Но тоже это как бы отговорка, она все больше и больше уходит, когда они видят, что происходит опять-таки на Западе, после ковида, БЛМ, вот этих вот всех свободного грабежа, так сказать, в Калифорнии, когда можно грабить, так сказать, легально других людей, и полиция ничего делать не будет вообще. Вот. И так далее, так далее, так далее. То есть они тоже как бы эту штуку как бы постепенно сдают. Да? То есть война теперь отодвинула еще дальше рубеж, так сказать, а кто же будет защищать, если Путин нападет, потому что понятно, что на самом деле, ну, скажем так, немножко не защищают государственная армия. А если защищают, то как-то странно. Вот, там Киев худо-бедно что-то прикрывают, а вот Одессу не прикрывают, там, или какой-нибудь Днепр, да. Вот, то есть это не выглядит как общественное благо, которое равномерно тонким слоем распределено как бы по всем его получателям, да, в чем, собственно говоря, состоит идея
общественного блага в том, что нельзя вычленить конкретного потребителя. А в случае, как мы видим, войны, обороны, легко вычисляется этот конкретный потребитель, то есть это товарищ Зеленский и его окружение, которые живут на Печерском, так сказать, холме, куда ни разу не упала никакая бомба. Вот. Зато они падают в других местах себе спокойно, нормально. Вот. То есть это предполагает, как бы, ну, общественное благо предполагает равное разделение вот этой услуги, да, то есть тонким слоем намазываем, так сказать, по всем. Вот. А поскольку индивидуального нельзя вычленить, да, вот поэтому как бы и нужно вот это государство, чтобы оно этим делом занималось. Вот. Мы видим, что это не работает ни в одном из, так сказать, случаев, в том числе и армии. Вот. Так что у них вот этот рубеж, он сдвигается. Я уже не знаю, что там за армия сейчас будет. Вот. То есть, потому что армия – это последний, собственно говоря, такой серьезный аргумент, который можно выдвинуть, тем более, что она самая старая государственная как бы монополия. Вот, это ну, собственно говоря, с нее это все и начинается, да, то есть государство возникает как раз благодаря, ну, армии, да, то есть войску, там, банде и так далее. Вот, поэтому это самая старая государственная монополия. Естественно, люди при условно частных армиях, они слабо себе представляют, как это может быть, хотя с формальной стороны еще в 19 веке было полно частных армий. Вот, то есть там люди снаряжали за свои деньги полки, ими командовали там, ну, в 18-м так точно. Вот, и до этого времени, я уже не говорю там про наемников, то есть это были как бы в некотором смысле частные армии правителей, вот, либо там их каких-то вассалов. Вот, а в случае, допустим, республик таких, как Генуя, особенно, то, собственно говоря, все было там частная армия, да, вот, но это как-то все никогда не рассматривается, то есть это считается, ну, и в общем-то, и в этом есть доля правды, потому что тот же герцог и тот же король, они же были все-таки, ну, как бы суверенными на своей территории, ну, то есть они были одновременно, скажем так, и государственные, и частные, но просто армия формировалась частным образом, в основном из наемников, вот, а вот именно частных, которые бы за деньги работали и продавали свои услуги потребителям, не было, ну, по крайней мере, на памяти последних там 100-200 лет точно, да, поэтому это такой аргумент, за который они держатся из последних сил. Но вот наша война показывает, что особенно это было хорошо в случае, там, допустим, того же ЧВК Вагнера, да, который, ну, очень так с большой натяжкой можно назвать частной военной компанией, так как ее либертарианцы понимают. Вот, потому что она продает услуги Путину, а не населению России. Она, так сказать, но тем не менее, даже мы видели, что вот сравнить, так сказать, общую российскую армию и ЧВК Вагнера, это, ну, как небо и земля, потому что все, собственно говоря, реальные продвижения русских войск там, до определенного момента, до тех пор, пока, так сказать, этого, как его там забыл, деятеля, когда он там на Москву решил идти. Ну вот. Пригожин. Да, Пригожин. Значит, собственно говоря, они были благодаря этой самой ЧВК Вагнера. А вся остальная государственная армия, в общем-то, ни на что не способна оказалась. Вот, поэтому, конечно же, ну, понятно, что это не так, знаете, это не выглядит как линия фронта, где все этатисты собраны в одну кучу, а с другой стороны все либертарианцы. То у каждого свой путь, да, многие там еще до сих пор верят в то, что государство нужно для бабушек там, и так далее, но просто я говорю о таких завзятых как бы, вот, этатистах, которые думают об этом, да, потому что обычно они об этом не думают. Они об этом не думают, они считают это задачей, так сказать, в рубрике «дано», вот, и что так оно было, будет всегда, и по-другому быть не может. Но вот для тех, кто думает, пытается найти аргументы, вот они как бы сдвигаются в своих аргументах все дальше и дальше, как бы, ну, собственно говоря, сейчас реальный такой аргумент, это осталось только вот после армии, это вот внешнее представительство. Да, а кто же будет договоры подписывать, так сказать, и представлять территорию, да, если мы говорим о том, что какой-то либертарианский анклав территориальный,
кто будет его представлять там в отношениях с государством, да, то есть нужны какие-то там, ну вот до этого. Это да, последнее как бы такой рубеж, где может быть дискуссия, вот, потому что во всех остальных она уже закончилась. Да, и вот просто случай с как бы с этим главментом, ну вот, он просто лишний раз показывает, что ну вот и хорошо. На самом деле хорошо, что они это говорят. Хорошо, что они это говорят, что как бы вот они ж у них такой период как бы такого хыста. Вот. То есть это публика молодая, дорвавшаяся до власти, почувствовавшая, что называется, вкус. Да, это неопытные старые бюрократы, которые знают свое место, вот, как сэр Хамфри там в любимом моем сериале. Ну вот, реально рулит всем, да, но он никогда не высовывается. Там у него была паника, когда его там заставили давать какое-то интервью. Ну вот, он потом бегал, значит, пытался журналисту говорить, что там какое-то одно слово изменил. Ну вот, потому что у него уж все вот как, ну, как Порошенко, про которого я рассказывал в прошлый раз, который с заметкой пришел, значит, нам в газету. Вот. А вот эти люди, они неопытные, да, то есть они как бы своего места не понимают, вот, и они думают, что они, так сказать, могут вот так вот направо-налево, значит, шашкой там и так далее, и оно все так и будет. И оно всё так и будет. Вот поэтому они говорят то, что думают, ну, прекрасно, да, то есть это, потому что сэр Хамфри тоже так думал, но он так никогда не говорил. Вот, и поэтому он и властвовал реально. А эти дураки, значит, они, значит, вот рассказывают, как все устроено и где место лоха, как бы на самом деле в этой системе. Вот. И прекрасно, пусть рассказывают, я очень рад, как бы, что они это делают, и что люди возмущаются, и у них, так сказать, вполне резонные вопросы. Вот. Но если у них, опять-таки, будут, ну, как бы, мнение о том, что это только у нас так, а вот там не так, ну, я могу им порекомендовать несколько решений Верховного суда Соединенных Штатов, которые объясняют, что полиция, она тоже не для того, там, как бы, чтобы вас там лошар, значит, охранять, а она как бы для law enforcement. То есть вот ее как бы функция, а не вот это вот все, что вы там себе подумали. Вот. Было там несколько таких прецедентов, плюс есть интересная статистика, которая, кстати говоря, буквально там один раз было такое исследование, причем по Канаде, вот, где показана реальная результативность работы полиции. Вот, что она высокая результативность, когда дело касается преступлений без пострадавшего, то есть, как мы уже говорили, там проституции, как правило, ну вот, там слегка наркомании, но в плане прижучить, значит, потребителя наркотиков, а ни в коем случае не там всю вот эту вот как бы криминальную систему, которая под этим делом стоит. Вот. Хорошо работает полиция в случае неуплаты налогов, там вот таких вот вещей, она работает хорошо. А вот в случае так называемых тяжких преступлений, там убийств, изнасилований, там статистика прекрасная, то есть там примерно 90% убийц и насильников остаются безнаказанными. Так что вот так вот оно устроено. Вот, я сталкивался в своей жизни как бы с украинской милицией вот именно в этой ее роли, вот в роли как бы предполагаемого защитника от тяжелых, так сказать, различных преступлений. Вот. И за мной год бегали они потом, значит, чтобы я забрал, значит, свое заявление, потому что у них проверка из прокуратуры, и дело мое, значит, идет как нераскрытое, конечно же. Вот. Вот, и, ну, я таки забрал, потому что, собственно, какая разница, мне ничего уж от этого не будет. Вот. Просто попортить им статистику, ну, а что от этого изменится, можно подумать. Ну. То есть ознакомился с методами работы, так сказать, мы ходили там в засады разные с ними там и прочее. Это было, я говорю, вы правда думаете, что вы сможете кого-то поймать? Много чего узнал тогда от них же, потом от этих всех пацанов. Им порассказывали, да, что ловят, значит, там, а потом вешают. То есть тут, собственно говоря, они выращивают мелкую разную преступность, выращивают сами на районе. Она же районная, ну, вот, как бы это вся структура. В соседнем районе они, кстати, искать ничего не будут.
Вот это вы тоже должны понимать, да? То есть если преступник кого-то убил и переместился в другой район, то он может чувствовать себя хорошо. Его там никто искать не будет. Вот. Так вот, они разводят разных мелкую вот эту шпану, значит, гопников и всех прочих. Они их не наказывают, они их, значит, пестуют. Вот. Ну, так немножко контролируют, чтобы они сильно не шалили, воспитывают. А потом, если что-то происходит, они ловят одного вот так вот, кого-нибудь из них. А дальше идут переговоры, то есть что на него повесить. Вот. И стараются все вот эти вот нераскрытые как бы свои дела, которых они не думают даже раскрывать, они вешают тупо, значит, на вот этого, значит, гопника, и просто уже от силы воли гопника зависит, сколько на него повесить, на самом деле. Вот. Ну и от разных там мансов, которые при этом деле всем используют. Поэтому эта штука, она работать не может изначально, она и не для этого действительно там сидит. Вот. Она сидит, чтобы не давать вам, значит, бунтовать, там, чтобы быстренько разгонять ненужные демонстрации, которые как бы вот там в политику партии не вписываются. Вот для этого как бы эта вся система нужна. Вот. Ну и для выращивания мелкой преступности и борьбы эффективной с ней, и там освоения бюджетов уже на эту тему, там и так далее, там куча разного всего. Вот. Там всякие благотворительные и прочие общественные организации пасутся тут же. Вот. Там бабки отмываются огромные на всей этой правоохранительной, в кавычках, деятельности. Вот. Так что молодец, я рад за этого министра. Давай еще, автор, пиши еще. Вот, мы все ждем с нетерпением, когда ты нас просветишь. Так сказать, ну, нас-то не надо просвещать, а вот людей, которые удивляются. Было еще одно интересное удивление, которое для меня было очень удивительно. Сам факт этого удивления. То есть я этого не ожидал, честно. Да, то есть вот оно меня удивило по-настоящему. Вот вы говорили, что уже трудно удивить. Вот это был случай, когда я удивился. А это было, значит, в начале властвования, значит, нынешнего этого кронпринца. Вот, а когда, или это было в конце Порошенко, я уже не помню. То есть когда они там, значит, подавали эти декларации. Вот, и там выяснилось, что у этих всех, значит, слуг народа маеточки там у них то да сё, значит, там миллионные, значит, статки там и все такое прочее. Вот. Так вот, меня удивило, что публика этому удивлялась. И возмущала, да как это так? Да вы что? При том, что меня удивило это потому, что общее мнение всегда было такое, что они там воруют, значит, все, ну, подождите, но если воруют, то почему вы тогда так удивлены? Если вы всем рассказываете 30 лет, что они там крадут, там и прочее, вот, ну вот они и накрали себе нормальненько. Или вы думали, что это вы просто так, значит, от балды рассуждали там? Я был очень удивлен, вот честно, да. То есть я думал, ну нормально, хорошо. Вот засветили доходы, публика должна нормально. Нет, чего удивляетесь, я не понимаю. Они же там для этого и сидят. Вот, то есть все у них хорошо. Это еще не все нарисовали на самом деле. Вот, там еще кое-что припрятано там, в огородике. Так что то есть сами, главное, говорили 30 лет, что вот они тут крадут, а потом, когда, значит, эти вышли и, ну, там показали часть накраденного, значит, ну, боже ж мой, ну как же ж так вот это вот так. Ну, кстати, тут же тоже на днях возмущались, что слуги народа из 200, сколько там, 57 членов фракции, 157 стали миллионерами неожиданно. Ну, вот как-то оно это. И тоже удивились. Ну, конечно, удивились. Война идет. Это ж только курица от себя гребет. А тут человек... И так бедные слуги, они вон уже и компенсации за жилье получают, потому что за голосование же не платят. Ну, как жить? Да. Да. Но меня удивили, кстати, где-то год назад меня пригласили на какой-то русскоязычный американский трампийский канал. Неудачно у нас получилось. А неудачно получилось, потому что они полчаса обсуждали, как у них полиция плохо работает. Блин, ну, ребята, она и должна плохо работать. Когда я попытался сказать, что оно так и должно быть, меня выключили, сказали, и больше уже не приглашали. В общем, в Америке тоже достаточное количество людей, которые почему-то верят в том, что полиция должна их защищать.
и никакие Да. решения Нет, там уголовного... их больше, там их больше. И, ну, трамписты, это же как бы, ну, вообще, как бы так называемые правые, да, вот эти все республиканцы, а у них же просто надо систему, ну, как бы исправить, да, то есть она-то хорошая, там, вот, ну, там, вот, допустим, там, яркий самый пример, это наш друг Любарский. Вот, который как бы многие вещи понимает, да, но вот здесь у него, так сказать, барьер, то есть там Джефферсон все правильно придумал, но вот потом, значит, плохие люди, ну это как Ленин правильно придумал, а потом, значит, плохие люди как бы там все испортили почему-то. Ну, то есть надо там Конституцию защищать, значит, и полиция почему-то плохо работает, то есть, да, действительно, это надо непорядок, надо все вернуть. Но тут самое страшное, что на самом деле действительно локально-то возможно, могут быть локальные временные улучшения. Ну вот. Да, может прийти какой-нибудь, ну, Трамп вряд ли, то есть в том смысле, что я не говорю о его шансах в данном случае на выборах, то есть они для меня пока загадочны, вот, а о том, ну, о его способности, о его понимании, да. То есть, может, он там каких-то леваков немного и погоняет, но в целом он... Хотя люди, которые, ну, мои друзья, которые живут в Штатах, они говорят, что при Трампе было, конечно, действительно значительно лучше. Что все росло, как бы доходы росли, это было заметно, как бы, и так далее. Вот. Пришел маразматик и сразу все, и сразу все испортил. То есть вот на этом уровне разница между Трампом и маразматиком как бы можно действительно, может улучшиться, да. Ну, как вот Тэтчер, Рейган, там классика, да, то есть вот они пришли, там порядок навели. Но порядок-то почему-то навели на какое-то время. Вот оно там опять начало расти и так далее, а потом приходят всякие Обамы там и гадят. Вот. И гадят, и все ломают, значит, там после Тэтчер там еще было тоже куча левых каких-то идиотов. И там в Англии, по-моему, уже пороблено. Там уже все. Вот если на Америку еще есть надежды, то там уже, по-моему, все. Вот. Так что в любом случае эти улучшения будут только временные. Ну и в Штатах все-таки у них больше на местном уровне зависит, потому что там от мэра Нью-Йорка зависит гораздо больше там, Да, да. наведения порядка, чем от Да, президента да, и США. И там, как примеров только этому левый мэр масса. Нью-Йорка, сразу мусор на улицах и крысы бегают. Как только правый, так вроде как ни странно, что-то начинает чиститься. И вот оно как-то так вот все это. Ну, такая Да, система, она так устроена в Америке. Вот, но если мы говорим о Мы вчера, к сожалению, с Рачинским не успели поговорить, потому что у него отрубили свет, и на этом все закончилось. 22 минуты. У нас многие вопросы остались не обговорены, поэтому... Но у меня остался вопрос по нашему товарищу Путину, который теперь совершенно товарищ, и вот ездил в Северную Корею, во Вьетнам. Вообще, ну, тут странная история, потому что в России до сих пор сохраняется капитализм в том или ином виде, а Путин так дружит с социалистами. Ну, как-то так странно все. Но вопрос в другом. Он поехал в Северную Корею. Увидим ли мы северокорейских рабов на нас? Ну, вот они сначала солдатами приедут сюда, а потом у нас будут на арбузах работать северокорейские эти бывшие солдаты. Или Северная Корея не пришлет нам военных? Как вы ну, думаете? этого я не знаю, но у него же нет проблемы как таковой в живой силе. То есть, ну, как, сколько бы их не было, но их же надо учить, вот, точнее переучивать. Они же там, ну, хотя и маршируют, значит, и грозно там чего-то орут, вот, и песни там поют страшным голосом, но это же не значит, что они умеют воевать. Вот, то есть их так или иначе, но даже в качестве пушечного мяса, то есть, ну, а смысл? То есть на данной стадии войны их просто, значит, быстренько дронами закидают. Вот, и на этом, сколько бы их там ни было. Ну, просто дронов у нас будет меньше, но мы потом еще сделаем. Ну, сейчас же как бы это дело такое. То есть, ну, живая сила, и, по-моему, у него нет проблем с живой силой сейчас. Он там еще что-то там пару сотен тысяч там собрался, значит, где-то, значит, ну, и он их соберет. Потому что там, в отличие от Украины, там работает рекрутинг, работает неплохо. Вот. И они учатся, в отличие от наших дебилов, которые вперті. Вот воно вперлося от урагами, вот, и все. Вот он сказал что-то, значит, люминий. Вот, и он будет люминий. А москали, они хитрее, как мы видим. То есть, не люминий, а что? А ну давай-ка, значит, ну. Наши дебилы, они в состоянии учиться вообще. Они как бы, потому что дедушка Байден у них есть. Вот в чем дело. А у Путина дедушки Байдена нет, ему приходится учиться. Ему приходится учиться и гонять своих этих, значит, дебилов. Шойгуш уволил, в конце концов. Вот. И они от своей мобилизации перешли к рекрутингу, и он работает у них нормально.
в отличие от Украины. Дай бог, чтобы... Нет, у нас он тоже начался, слава тебе, Господи. Вот. Дай бог, чтобы он работал, как бы, ну, люди хотят воевать, пускай воюют за деньги. Нормально. Вот. Так что у него живой силы проблем не будет. Я не знаю, то есть это, ну, может быть, там что-то, какие-то дырки по снарядам заткнуть, там, по какой-то артиллерии, это да. Вот. Но если даже эти корейцы появятся, я не думаю, что они сильно там повлияют на что-то. Ну, может быть, нападут на Южную Корею, что не договорились. Хотя, Ну в этом смысле да. В этом смысле, хотя но им это ж... нападать-то смысла не имеет, и тогда исчезнет последняя самая злая страна Конечно, конечно. карикатурная. Куда же она Да. денется? Кто же даст ее уничтожить? Да, это Пусть ж Путина не держит, дают они же это все уничтожить. понимают, да, и держат это на крайний случай. То есть это как бы ради Путина никто стараться не будет. Ну, может, там какую-то напряженность там очередную, как бы там учинят, ракету там по Японии запустят куда-нибудь, там еще что-нибудь. Как они это делают периодически. То есть, ну, вот такое, да. А так, чтобы всерьез идти воевать, а где же он столоваться будет? Я думаю, он как бы понимает же, что к чему. Вот. Так что, ну, пускай ездит себе этот Путин там. Ну, так он зато ездит, но ж всегда приятно. Оказалось, что он, оказывается, воюет, чтобы у нас выборы прошли. Во Вьетнаме заявил. Это уже маразм уже крепчая вообще. Нет, ну так это же постмодернизм все. Это же две такие постмодернистские системы зла, как бы сейчас воюют между собой. То есть условная Америка и условная Россия. То есть она друг от друга не отличается только риторикой, как бы, вот, и героями отрицательными, положительными. А так это все одно и то же. То есть полное отсутствие связи с реальностью, какой бы то ни было, да, игра словами вот этими бессмысленными. То есть, ну, вот это. Ну, и у нас есть вопрос в чате. Владимир, такой к вам вопрос. Раз вы уже жили в нашем будущем, то не сможете, то может, пожалуйста, поделиться вашими топ-5 советами по жизни выживанию в СССР? Лишнего не говорить. Главный совет. Вот, лишнего не... Ну, это если мы говорим про выживание. Потому что для жизни это не годится, если вы, ну, как бы хотите полноценной жизни. То есть вот всегда же была проблема между стремлением человека жить и необходимостью выживать в таких режимах, поэтому пили. Да? То есть поэтому наркомания в виде алкоголизма массово, так сказать, поражает такие общества. Вот, потому что это противоречие, извините меня, экзистенциальное. Вот, и разрешить его в такую ситуацию очень трудно. Но если мы говорим сугубо о выживании, то первое правило – это лишнего не говорить. Второе правило – иметь как можно больше друзей, знакомых, связей и так далее, и так далее, и так далее. И умело ими пользоваться. То есть вот этот вот торг, который, ну, как бы ты мне, я тебе, да? То есть безденежный обмен. Вот. То есть чем больше таких связей, тем лучше. То есть вы должны быть экстравертом на 110%. Вот. То есть интроверт – это мертвый человек, так сказать, в этой системе, он не выживет. Ну, если он один, да. Там. У меня, ну, я-то, к сожалению, интроверт, да, но зато у меня мама была экстраверт. Ну, вот, и еще такое, что она вот как бы кормила всю семью и держала в руках весь город. Все ее боялись страшно. Вот. Ну, кормила как? То есть она доставала там разные вещи, то есть она была гением вот этого вот как бы блата. Вот. Вплоть до того, что там устраивала людей на посты замминистра, например, легко, не имея никакого статуса вообще. Это надо было видеть. То есть она формально, она была никто. Ни в какую систему она вообще не входила, никакой должности не занимала. Она была домохозяйка, как сейчас говорят. Ну вот человек, пожалуйста, вы там замминистра, значит, а мы вам там чего-то там еще. И ей коробка конфет перепадает. Но сделка же нормальная, прибыль есть? Есть. Все, отлично. Вот. То есть вот это надо уметь. Вот это надо уметь. Это качество, необходимое для существования как бы в такой среде. Вот. Третье, только что крутилось в голове, да, забыл. Но потом вспомню, скажу. То есть первое – это лишнего не говорить, второе – иметь связи, третье – это, конечно же, исполнять все свои обещания.
Поэтому лишнего никогда не обещайте. Это работает точно так же, как в капитализме. То есть, если пообещал, должен сделать. Кровь из носа. То есть, просто если видишь, что не можешь, то тогда не обещай. То есть, в этой системе блата все держится исключительно на репутации. На репутации. То есть, если кто-то там что-то, я там тебя устрою на пост замминистра, и потом этого не сделал, ну все. Да, то есть это станет всем известно через какое-то время. Вот. И все, то есть ты уже больше как бы в этой системе работать толком не сможешь. Вот. А, Желательно иметь каких-то, ну вот если ты имеешь связи, да, то иметь связи с какими-то паразитами там среди начальства. Поскольку начальства много, вот, разного, да, то в принципе, ну там нужны какие-то знакомые, значит, среди паразитов, которые в случае чего тебя прикроют, если там какие-то другие паразиты вдруг захотят на тебя наехать. Но оно и сейчас так работает, то, собственно говоря, потому что в этом смысле оно не изменилось. И я думаю, что как бы люди об этом знают. Вот. А в плане как бы, ну, условно говоря, уже выживальщины, да, выживальщины, то, конечно же, лучше иметь свой какой-то, то есть, ну, оно не зависит уже там от будущего, не будущее, капитализм, социализм, конечно же, иметь лучше какой-то свой маеточек, вот, огородик, значит, которым, ну, потому что могут быть ситуации, когда там не будет там какой-то еды, они как бы, ну, вполне прогнозируемые в такой системе, вот, чтобы с этого огородика немножко кормиться, вот, хотя бы там какой-то, ну, хотя бы наполовину себя иметь как бы возможность прокормить. Вот. И в плане выбора профессии, то есть я бы не рекомендовал, конечно же, как лезть в эту самую политику, да, то есть кажется, что вот оно вот там намазано, да, что там, значит, там вот она власти, деньги и иммунитет там от всяких там преследований, но нет, да, то есть вот на самом деле нет, потому что там придется прилагать очень сильные, большие усилия для того, чтобы удержаться на этом месте. Вся ваша жизнь будет посвящена исключительно интригам, различным, борьбе с такими же, как вы. Вот. То есть в плане... Поэтому нужно избирать какие-то, ну, условно говоря, профессии, которые бы не делали вас объектом пристального внимания со стороны начальства. Вот. То есть как можно подальше держаться от идеологии, да, то есть быть каким-нибудь врачом-стоматологом, вот это идеальный вариант для советского человека был, потому что, ну, еще тогда было такое получастное, например, стоматологическое протезирование, к примеру. Вот. И вот эти вот люди, которые там, ну, лучше тогда, конечно, с золотом дело не иметь, вот, но сейчас его уже и не используют. А вот такая вот публика, там какие-нибудь там стоматологи, там, ну и в целом врачи, вот, какие-нибудь там учитель какой-нибудь там средней школы, вот, то есть что-нибудь такое, там, или какой-нибудь там геолог, да, или еще кто-то такой. Ну, то есть вот какие-то такие профессии, которые не политизированы. То есть выбирать максимально не политизированную как бы профессию, вот, подальше от ока, так сказать, Саурона, вот, и там пытаться, так сказать, каким-то образом жить. Вот. Но это если мы говорим чисто о выживании, да. Потому что, еще раз говорю, выживание с жизнью полноценной, оно несовместимо. И это есть экзистенциальный кризис, который разрывает человека изнутри, и если он как бы пытается его заглушить водкой, там, наркотиками, то вот он, конечно же, сопьется и умрет. Вот. Поэтому надо быть готовым к этому, да. То есть, если что есть выживание, но вы всегда будете недовольны этой ситуацией, потому что жизни там, конечно же, нет. Жизни, конечно, в этой ситуации нет. Ну, если у вас сильная нервная система, вот, и вы, так сказать, готовы ее правильно организовать, и учиться правильно реагировать на внешние события. Вот. Но в плане личных советов очень хорошо помогает медитация. Вот, я уже рассказывал, да, то есть там еще какие-то такие, наверное, йога помогает, но я по состоянию здоровья как бы йогой заниматься не могу. Вот. А медитация вполне. Вот.
вещь, которая помогает абстрагироваться от этих всех вещей. Да, кстати, религия может быть как тоже такой эрзац, да, который, ну, религии, они же существуют на разном уровне, то есть религия для бабушек, да, там, которая состоит из запретов, главное из которых, что в праздник работать нельзя. Вот, так сказать, обычно там каждый день праздник какой-нибудь. Вот. До людей, которые действительно интересуются теологией, потому что вопрос на самом деле открытый, существование Бога. Вот. Если вы как бы человек такой ищущий, то ищите в теологии, там, ищите в любой религии, включая квазирелигии, такие как буддизм. Вот. Вполне себе как бы интересный повод для приложения своих усилий и для поиска, что называется, смысла жизни. Может, вы его там найдете, и тогда вам будет легче, так сказать, соотносить реальность с вот этим вот всем. Вот. То есть вот такие, ну, проверенные штуки, как бы, вот. То есть в какой-то степени эскапизм, он, ну, необходим, просто нужно найти правильный способ эскапизма, да, то есть сразу постараться отбросить наркотики и алкоголизм, вот, и сосредоточиться на каких-то действительно полезных вещах, которые ну, если молодой, то компьютерные игры, может быть, но тоже в меру, да, так сказать. А вот для людей, которые хотят серьезного эскапизма, но вот какие-то духовные поиски вполне подойдут. Вот, вполне подойдут, потому что там философия всякая накручена вокруг этого всего. Ну, вот, собственно говоря, философия, она и крутилась всегда, но если не брать античную, то уже там европейская, она все равно вся начиналась с теологии. Вот пока не вспомнили, так сказать, что был такой Аристотель. И, собственно говоря, сразу, вот оно теперь будет основа нашей философии. Вот он был такой чувак, Аристотель. Вот. Но все равно без теологии, значит, оно дальше все равно, ну, как бы и не обошлось, да, и двигалось все время в теологическом так или иначе русле. Вот. Аристотель, то есть тоже такое дело. Ну, вот. Так что вот такие вот советы. Прежде всего, ну, подальше от начальства, поближе к кухне, да, то есть старая, так сказать, военная поговорка, она абсолютно работает вот в этой системе. То есть главное, чтобы у вас не было поводов, так сказать, вас видеть и так далее. То есть в начальство не лезть ни в коем случае. Начальство, вот это вот как бы изменить там ничего нельзя изнутри. Вот. Дохода вы особого не получите, если вы честный человек, да. То есть если вы не хотите, то нет проблем. Вперед, открытая дорога. Вот. А если вы говорите, как остаться нормальным человеком в этих условиях, то вот так, да, то в начальство никогда не лезть. Никогда. Ну, тут трудно согласиться с учителями, потому что учитель — это полностью идеологическая профессия. Да, Неважно, что да. ты преподаешь. Ну, Хоть учитель физику, географии, хоть может математику, быть. но, может быть, труда. Вот можно быть учителем труда. Нет, ну география тоже полностью идеологизированная, поэтому только труд, но труд можно спиться вместе с физруком. Тут С физруком, да, проблема. вдвоем. Тут проблема. Поэтому, поход в политику или на госслужбу, так это и в нашей ситуации не имеет смысла ходить. Причем тут Ну, социализм? конечно, да. Потому что если ты заходишь со стороны, то тебя берут как консерву. Как зэки брали консервы, да, когда убегали из колонии по Сибири, они брали с собой молодого в качестве консервы. Если не хватало еды, они его съедали. Точно так же, как и в любую госструктуру берут людей со стороны для того, чтобы их потом, если идет кампания по искоренению взятничества и коррупции, то обязательно его съедают. У меня есть несколько знакомых, которые честно отсидели. Вот так вот пришли такие довольны, а потом отсидели. Поэтому тут история, не стоит связываться с этими ребятами, если вы не умеете, не знаете этой системы и не знаете, куда Нет, вы идете и с ними кем можно вы связываться идете. только когда у тебя автомат, а у них нет автомата. То есть вот ты зашел, значит, с ноги дверь открыл, значит, пострелял немножко в воздух. Вот тогда можно разговаривать, как бы, а все остальное нет. Только с позиции силы, как бы, и все. То есть изнутри их, как бы, вот, ну, господи, у меня огромное количество тоже знакомых, которые там, я иду во власть. Некоторые, надо дать им должное, вернулись и остались людьми, но большинство как бы там и пропало.
Да, власть страшная штука, и но как-то оно это. Ну что ж, есть у нас, кстати, еще вопрос по ходу. Вы упоминали слово постмодернизм, и у нас вот зритель просит объяснить, что вы имеете в виду по слову постмодерн. Постмодернизм — это на самом деле слово, которое обозначает сразу много всего. Вот. То есть, как, собственно говоря, и должно быть в постмодернизме. Вот. Но если брать это как бы набор, на самом деле, разных философских идей, то основной его смысл в применении к политической плоскости — это в том, что содержания не существует, реальности не существует, всем рулят слова. Всем рулят слова, и, соответственно, почему так леваки борются за язык. Они борются за язык, то есть за высказывание. То есть не называйте негра негром, там, извините меня, пидора пидором, вот, и прочее, 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 потому что они считают, что язык управляет реальностью, ну, собственно говоря, вот тем, как мы живем, а реальности как таковой ее нет, потому что познаем ее с помощью языка. Соответственно, тот, кто ее контролирует язык, он контролирует и реальность. Вот, собственно говоря, идея политической плоскости постмодернизма. Вот. Поэтому, ну, чтобы понять, что такое постмодернизм, там читайте Пелевина, например, раннего, да, то есть вот это вот постмодернистский автор, который пишет о постмодернизме. Вот. Если там да, по-русски. В Украине никто таких авторов нет, то есть, ну, вот есть разные англоязычные писатели, которые тоже, ну, в литературе постмодернизма полно, ну вот, и он начался там значительно раньше, чем, собственно говоря, было объявлено об эпохе постмодерна, вот, в искусстве и в литературе. Это разные вещи, кстати говоря, постмодерн и постмодернизм. Вот. Но тем не менее, да, то есть там куча всяких авторов, вот, ну, например, такая известная пьеса и фильм по ней, это про Гильденстерна и Розенкранца, которые мертвы. Вот. Как его этого англичанина, который эту пьесу написал. Ну, короче, неважно. Ну, вот, найдете. Вот. И есть такая киношка популярная в свое время в разных там эстетствующих кругах. То есть там показан Гамлет со стороны второстепенных персонажей, вот этих вот Гильденстерна и Розенкранца. И насколько я помню, то, собственно говоря, пьеса вот и заканчивается этой ремаркой, что они мертвы. Вот. То есть они два дурака ходят, там, значит, ничего не могут понять, что происходит. То есть там довольно смешное кино. Вот это, ну, как бы постмодерный такой прием, да. То есть вот мы возьмем так, возьмем эдак. Вот. То есть, когда реальность конструируется, да, то есть деконструируется сначала, а потом конструируется так, как мы хотим. Вот. То есть, ну, вот в этом, собственно говоря, суть вот этого явления, да, но а в политике, ну, если мы говорим о политической, опять-таки, плоскости, то она там в нем сугубо левацкая, в том смысле, что мир рассматривается как арена борьбы различных групп, которые совершенно замкнуты внутри и самодостаточны. И поэтому язык и высказывание есть инструмент власти. Там государство не присутствует вообще в этой идеологии, то есть его там нет. Оно так, вот, в чем тоже хорошо, оно очень ловко под коврик как бы заметается. А это вот люди сами, значит, без всякого государства, вот они такое вытворяют. Вот. Есть как бы подразумеваемая власть в лице патриархата там и так далее. Вот. Белых, значит, супрематистов, вот этих вот всех, которые там угнетают всех остальных, в том числе и с помощью языка, на котором они высказываются, да, то есть поэтому понять друг друга нельзя, а речь только идет о власти, кто кого ужучит. Вот так, значит, это мир враждующих племен, которые понять друг друга не могут, в принципе не могут, не способны, вот, а просто речь идет о том, что одно племя угнетает другое, вот мы должны как бы восстановить справедливость, значит, вот эти все борцы, и угнетаемое племя сделать угнетателем. Потому что по-другому оно не бывает. Только вот либо угнетатель, либо угнетен. То есть вот так это все выглядит у них. Так, есть у нас еще вопрос, который
Вот у нас есть постоянный зритель, чьи вопросы я понять не могу, к сожалению. Может быть, у вас получится. Но он постоянный зритель и постоянно задает вопросы. Поэтому как вы думаете, искусственный интеллект может иметь права, как у человека, вроде права собственности? В эпоху криптовалют и сильной криптографии задача цифровой собственности технологически тривиальна. Ну, я не понимаю, что такое. Собственность — это штука, которая связана с человеком. Вот. И когда искусственный интеллект, то есть, во-первых, должен быть носитель этого искусственного интеллекта, да, то есть интеллект — вещь, с одной стороны, социальная, с другой стороны, персональная. То есть должен быть носитель, и если мы говорим о банальной, ну, условно говоря, переносим это в рамки банальной фантастики, что вот ходит робот, да, который убить всех человеков, вот, к примеру, вот он вполне себе обладает искусственным интеллектом. Почему? Потому что это он откуда там, в Футураме, да, по-моему, этот персонаж. Вот. Вот он, значит, у него вполне себе искусственный интеллект. Почему? И у него есть права, действительно, у такого существа, потому что он сам себе зарабатывает на жизнь. Соответственно, он должен принимать как бы правила этого социума, взаимодействовать с ним там и так далее. И в этом смысле он ничем не отличается от человека. Вот такого как бы персонажа там, и для него действительно, для права в данной ситуации нет никакой разницы. Кто ты там, мужчина, женщина, гей, искусственный интеллект, блин. То есть если ты участвуешь в этих взаимоотношениях, то у тебя такие же права, как у всех других участников. Вот, ну, как бы вот так работает право. Поэтому, да, вот для такого персонажа, да. А для чата ГПТ, естественно, никакого права собственности нет. Вот. Потому что, ну, во-первых, это никакой не интеллект, во-вторых, он сам себе на жизнь зарабатывает. Вот. Его нет, его нельзя пощупать, увидеть и так далее. То есть право это сугубо, ну, вот между такими субъектами существует. Между такими. Для других субъектов оно как бы его нет. Думаю, что понятно. Я вот уже подумал, что надо где-то на старых зипах или магнитооптике раскопать свой старый роман, написанный в 90-х годах, который так и не был опубликован, о том, как мозг сливается в сеть и там живет. Вот придется, видимо, восстанавливать старые черновики где-то искать. Ну что у нас сегодня с вопросами не очень? Как-то, видимо, хорошая погода, всех ждут на улице, и, наверное, тогда мы будем сегодня заканчивать. У нас сегодня будет супер короткий 45-минутный стрим. Это кто не успел, тот опоздал, вопросы задать не успели, и все. На этом тогда мы заканчиваем. Большое спасибо, Владимир. Тем более хорошая погода, всем пора в огород работать, садить цветочки и прочие полезные вещи. Ну, цветочки, кстати, наверное, не очень полезны, они просто для эстетической красоты. Зато есть. Можно еще. У вас клубника еще осталось? Не, уже все. Уже все. У меня ремонтанная, еще пара клубничек можно пойти собрать. Все, поэтому я пошел собирать клубничку, а Владимир идет заниматься огородом. Все, всем спасибо и до встречи через неделю. Да, до свидания. До